Дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал и на расклад. Давайте сегодня сделаем тему его истинные чувства к вам, его мысли о вас. Посмотрим, что мужчина не просто заявляет, а что он реально думает и чувствует. Давайте мы начнем с того, что посмотрим, как мужчина вел себя или ведет себя в отношениях, чтобы вы могли понять, ваш ли это расклад. Ну, конечно, расклад подойдет для тех, кто сейчас находится в отношениях, сложных отношениях, непонятных отношениях. Кто-то может смотреть на прошлые отношения, конечно, тоже. Итак, как мужчина проявлялся или проявляется в отношениях? Ну, во-первых, конечно же, он и сам испытывал и дарил вам много положительных эмоций. Скорее всего, был влюблен и видел вас именно той самой женщиной, в которую он влюбился, которая достойна чувств, которая пробуждает, вызывает в нем эти чувства. И были моменты счастья, просто верх блаженства. Здесь этого нельзя отрицать, это сразу выходит. Была очень большая привязанность, страсть. Именно настоящие моменты страсти, когда казалось, что вы вообще проникаете друг в друга. Со стороны мужчины вы могли это ощущать. Именно что он вас обволакивал своей любовью, своей страстью. Даже в какие-то моменты могло казаться, что он вас держит. Вот знаете, он настолько вцепился в вас, как вот здесь показана эта змея, которая держит девушку. И вроде бы и вместе они сила. Они как одно единое целое, да, как две части одного целого. Но в то же время здесь есть и удерживание, когда вы даже хотели бы вырваться, но вы не можете. А может быть и не хотите, потому что настолько вот это влияние ощущалось. Здесь мужчина мог очень красиво говорить, мог что-то обещать, именно для того, чтобы пробудить в вас эти чувства, пробудить в вас любовь. Особенно, если вы не сразу ему поддавались. Вполне такое могло быть у кого-то, что вы сопротивление оказывали, что вы не поддавались. Вы могли ему не верить, вы могли сомневаться в его чувствах, в его словах, но он делал все для того, чтобы вас убедить, чтобы вы в ответ начали испытывать те же самые чувства. При этом он мог вам говорить, что он испытывает к вам огромное влечение, но он его подавляет в себе. У кого-то могло быть такое, что мужчина сам вам признавался, что он пытается справиться с собой, со своими чувствами, с этим притяжением к вам. И могли быть моменты, когда он исчезнет, замолчит, и тогда вы себе это объясняли тем, что он просто пытается справиться с нахлынувшими на него чувствами. Как он еще вел себя в отношениях? Вы знаете, он наблюдал за вами и делал какие-то выводы для себя. Но бесспорно здесь одно, что именно его желание к вам, его интерес к вам, именно это заставляло его наблюдать за вами. Возможно, за вашими реакциями. Как вы будете вести себя, если, скажем, он исчез, если он замолчал? Будете ли вы первая проявляться к нему? У него было к вам не просто желание и страсть, а вот такой интерес. Ему хотелось вас изучить. Какая вы, ваш характер, ваши реакции. И да, вот не зря я сказала, что была в отношениях какая-то цикличность. Могли быть паузы. Могло быть такое, что мужчина исчез. Вы его потеряли, он замолчал. Вы его не понимаете. Потом он мог снова появиться и убеждать вас в своих чувствах, что он вас не забыл, что он вас любит. Он всячески пытался вас вернуть, если он чувствовал, что вы ускользаете. В те моменты, когда вы, допустим, сомневались в нем и говорили ему, что я тебе не верю, он прилагал огромные усилия для того, чтобы вас переубедить, чтобы вы снова ему поверили, чтобы снова вызвать в вас эти чувства. И вот такая могла быть цикличность, когда мужчина отдаляется, приближается, когда мужчина вас и не отпускает, и в то же время он не дает вам какой-то конкретики, не дает вам определенности. В какие-то моменты у вас могло возникать ощущение, что он с вами играет, что он нечестен, неискренен. Именно вот из-за таких моментов, когда или все очень хорошо, или когда он вдруг охладел, замолчал.
Вы могли себе это объяснять, как я уже сказала, тем, что он пытается справиться со своими чувствами. Зачем-то, почему-то, может быть, из-за своих обстоятельств каких-то. Или он вам говорил, что вот я исчез, я отдалился, но я никогда о тебе не забыл, я за тобой наблюдал, я думал о тебе постоянно. Просто я пытался справиться с собой, со своим притяжением к тебе. Давайте спросим о вас. Ваше поведение в этой ситуации, как вы вообще думали и чувствовали? Вы тоже проходили через разные эмоции. Когда-то вам хотелось все разрушить и вообще больше этого мужчину никогда не видеть и не думать о нем. Именно из-за его исчезновений, появлений, из-за того, что он вам никогда четко ничего не сказал и не объяснил. И в какие-то моменты, да, хотелось все разорвать, но все-таки вы в него были влюблены, может быть, до сих пор влюблены, и вас это не отпускало. До конца разрушить вы не могли, потому что у вас всегда оставались сомнения. Вы вспоминали его слова, что он вам говорил. Если мужчина что-то обещал, то вы пытались про себя это проанализировать. В какой-то момент вы говорили себе, что нет, он меня обманул, и я не буду даже думать о нем. А в какие-то моменты вы думали, нет, возможно, я перегибаю палку, возможно, я не права, возможно, он все-таки любит меня и хочет быть со мной, может быть, у него какие-то обстоятельства. То есть вы никогда вот эту башню до конца все-таки не осуществили и не приняли даже. Очень много было у вас одиноких моментов именно из-за этого мужчины. В какие-то моменты вам хотелось просто подумать, побыть одной, подумать на самом деле. В какие-то моменты это было вынужденное одиночество, именно потому что мужчина исчезал, якобы справиться со своими чувствами, и оставлял вас в одиночестве, оставлял вас в неизвестности. Тяжело эти моменты переживались для вас, потому что вы, опять же, вы не знали, что думать. Тут же вы пытались найти оправдание для него, какие-то причины, объяснить себе его поведение. Потом он появлялся, и, знаете, возвращалась к вам ваша радость. С каждым его появлением, когда он вам что-то говорил, объяснял, говорил, что он не забыл о вас, что он помнил, что он думал, что он, возможно, даже наблюдал за вами, но у него не было возможности проявиться или написать. Ну, как будто бы к вам возвращалась радость, да, что-то начинало происходить, сразу жизнь становилась более яркой, интересной. У вас завязывалось какое-то более активное общение. Возможно, вы вообще с этим мужчиной больше общались через мессенджеры, через интернет. У кого-то такое может быть. Но вы сразу прощали. Вы сразу все прощали, забывалось. У вас вот это ваше тяжелое состояние. Сразу хотелось верить, что какие-то события сейчас начнут происходить более оптимистичные, радостные, что это ситуация ваша куда-то будет развиваться к чему-то уже такому позитивному и положительному. Но, по сути, все ваши перемены настроений, состояний, все ваши мысли, это все было следствие поведения этого мужчины. Мужчина управлял вашими отношениями и управлял вашими состояниями. И была между вами связь, которую не так-то просто разорвать. И эта связь, скорее всего, до сих пор существует, она остается. И мужчина эту связь тоже ощущает. Он знает. То есть для него она очевидна. Вот это притяжение у него есть, и чувства есть у него. Все это у него присутствует. Давайте посмотрим, что вас связывает сейчас. Какая связь между вами остается, несмотря ни на что. Что бы ни происходило сейчас в ваших отношениях, что вас связывает. Ну, во-первых, ситуация сейчас никуда не развивается, но она и не заканчивается. Именно это держит вас вместе. То, что точка не проставлена. Даже если вы хотели эту точку проставить, этого не произошло. Вы или не захотели это сделать, или вы не смогли. И вот эта связь и остается, что между вами ничего не решилось. Никакие завершающие слова не сказаны. И именно поэтому связь остается, что ни один из вас не решился
по-настоящему ее разорвать. А почему эта связь? Потому что вы задели друг в друге какие-то глубинные чувства, какие-то струны души. Здесь могли быть какие-то похожие переживания в прошлом. Или вообще, знаете, вот на таком уровне, который даже невозможно объяснить. Это как две души друг друга встретили и узнали друг друга. И вот они как будто блуждали по миру, страдали, встречались не с теми, сталкивались не с теми людьми, не с теми душами. И потом вдруг они нашли друг друга, узнали друг друга. Да? И вот вопреки всему, вопреки всем сложностям, все равно вот это притяжение, эта связь остается. Даже когда вы на расстоянии. Даже когда каждый из вас может быть сам по себе. И даже если вы пытаетесь себя убедить, что мне лучше без него, а он, возможно, думает так же, что мне лучше без нее. Но я говорю, ни один из вас не поставил точку. И все равно есть какие-то мысли, есть какие-то планы, есть взгляды в будущее. Возможно, вы до сих пор обсуждаете какое-то совместное будущее. Двери не закрыты. Ни один из вас не готов отпустить другого. Даже несмотря на то, что каждый из вас, возможно, что-то не договаривает. Каждый что-то держит такое секретное про себя. Как будто бы между вами нету стопроцентной открытости. Хотя порой кажется, что вы его уже изучили, но на самом деле есть настороженность. И здесь такое могло быть, что вы ранили друг друга и не раз, и обиды были, и взаимные упреки были, и каждый из вас может чувствовать себя жертвой в этих отношениях. Все равно и вы, и он, вы думаете о каком-то совместном будущем, о потенциале, который у вас есть. Давайте спросим, как мужчина видит отношения сейчас. Императрица. Семерка мечей. Угу. Сложная очень ситуация, которая требует определенной дипломатии, изворотливости. Ситуация вообще-то требует честности. Мужчина это понимает. Но вот как раз этой честности он не может дать ни себе, ни вам. И он пытается из этой ситуации как-то вырулить, чтобы не отпустить вас и чтобы самому остаться без потерь. Вы знаете, такое впечатление, что ему на самом деле есть что терять. И он потеряет в любом случае. Если он от вас откажется, он потеряет. И если он от вас не откажется, он тоже что-то потеряет. Что же за проблемы-то такие? Ну вот это мужчина, который не привык уступать. Он не привык сдаваться. Он привык, что он всегда может решить все вопросы. Он всегда может найти пути, решения. Неважно, каким способом. И вот сейчас именно та ситуация, когда есть вы, любимая женщина, которую просто так нельзя получить. Нужно обязательно изворачиваться для того, чтобы вас удержать. И там, где, казалось бы, надо принять четкое решение, он пытается или его обойти каким-то путем, или же он хочет сделать так, чтобы было и нашим, и вашим. В общем, здесь такая ситуация. Он видит ее как сложную для себя, где нужно реально поднапрячься, напрячь свои мыслительные процессы, напрячь свои дипломатические какие-то способности, силу убеждения. Возможно, ему надо вас в чем-то убеждать, возможно, кого-то еще. Мне здесь не показывают многих женщин в этой ситуации. Императрица — это вы, потому что мы спрашиваем о вашей ситуации, как мужчина видит вас и вашу ситуацию. Вы для него бесспорно женщина, которую он не хочет потерять. Давайте спросим, осознал ли он что-то, что он осознал. Здесь у нас целых две карты. Да, ну здесь у нас жрица и двойка жезлов перевернулись. Давайте их оставим. Ну, знаете, он понимает, что рано или поздно какое-то решение должно быть принято. Если сейчас между вами есть недосказанность, то это долго продолжаться не может. Если между вами стоит какая-то тайна,
то это тоже бесконечно продолжаться не будет. Он это сейчас осознает и понимает. Также он может понимать, что вы для него значите сейчас намного больше, чем раньше, чем он даже сам думал об этом. Возможно, он не предполагал, как это все будет развиваться, ваша ситуация. Вы знаете, он только сейчас всерьез начинает осознавать всю сложность этой ситуации, что ее не так просто решить. Раньше он, возможно, не видел всех сложностей, а может быть, он не подозревал, что он вот начнет испытывать такие чувства к вам. И он понял, что он делал вам больно. Именно своей холодностью, своим отдалением. Он просто не хотел выдавать вам всех своих чувств. Он не хотел их показывать. И вот сейчас он встал перед фактом, что да, он все это делал, но на самом деле ситуация для него намного более глубокая. И эмоции, которые он испытывает, намного более глубокие, чем он думал. И хотел он этого или нет, но он вложил в вас и в ваши отношения намного больше, чем он изначально даже планировал. Ну, давайте спросим его истинные чувства. Его истинные чувства на данный момент. Ну, прежде всего, конечно, дьявол собственной персоной. Это зависимость, это запретный плод, это огромное притяжение, соблазн, это то, как он ощущает себя по отношению к вам, что вы для него являетесь и соблазном, и запретным плодом. И здесь очень много страхов. Здесь страх вас потерять и страх того, что будет, если вы останетесь вместе. Потому что он как будто бы не видит, к чему это может привести. И именно эти страхи заставляют его ситуацию затягивать, о чем-то не говорить, какие-то решения не принимать. И здесь есть понимание того, что вы не будете его ждать бесконечно, что в какой-то момент вы просто пойдете своей дорогой, жить свою жизнь, и что ему придется волей-неволей с вами расстаться и вас отпустить, и также точно жить свою жизнь. Но вот вас-то он здесь видит как женщину цветущую, которая будет вполне благополучно строить свою жизнь дальнейшую. Но его пугает его состояние, что будет с ним. Почему-то этот мужчина боится потерять контроль над собой, над своей жизнью. Ему очень важно все контролировать. И вот он боится потерять контроль над вами и боится потерять контроль над своей жизнью. И знаете, здесь такой момент, вот если я буду с ней, я потеряю себя. И если я буду без нее, я тоже потеряю себя. В любом случае потеря неизбежна. Вот так он ощущает сейчас, так он чувствует. Давайте спросим, ждет ли он чего-то от вас, чего бы он хотел от вас сейчас. Конечно, он хотел бы, чтобы вы так же переживали, как он переживает, чтобы вы пропускали через себя, через свое сердце ваши отношения. Он хотел бы, чтобы вы были рядом, проявлялись к нему, проявляли свой интерес, свою любовь. Для него это очень важно — ощущать себя мужчиной рядом с женщиной, мужчиной состоятельным, не материально я сейчас имею в виду, а состоятельным во всех планах, отношениях, который достоин любви, достоин уважения, достоин, чтобы о нем думали, помнили о нем. Признание ваше для него очень важно. Вот именно признание его как важного человека в своей жизни. И неважно, какое будущее, пусть даже оно неизвестно совершенно сейчас, это будущее, но он хочет, чтобы вы переживали о нем, думали о нем, любили его, и чтобы он был для вас важным человеком в вашей жизни. Буквально, чтобы вы хотели быть его женой и планировали свое будущее с ним. Это такая связь, которая не разрывается, да, которая сильнее просто страсти, сильнее просто каких-то слов, эмоций. Это неразрывная связь, вот именно этого он хочет от вас, подтверждения вот этого. Даже какой-то жертвенности от вас он хочет.
Возможно, чтобы вы приняли вот эту неизвестность, вот эту неопределенность, чтобы вы ее приняли как данность и все равно хотели быть рядом с ним. Может хотеть, чтобы вы интуитивно поняли какие-то моменты, не задавая ему вопросов, чтобы ему не надо было ничего объяснять. У него есть желание избежать острых моментов, избежать боли. Здесь такое идет: ты пойми сама, да? Давай мы избежим каких-то острых разговоров, болезненных ситуаций, выяснений. Ты умная, ты интуитивная, ты пойми сама, пойми меня и просто будь рядом. Вот такой здесь идет посыл. Хотел ли бы он что-то изменить? Хотел ли бы он что-то изменить? Он хотел бы иметь больше влияния, возможно, больше власти. В какой-то степени даже хотел бы завершить ситуацию с вами, но не так, как может показаться. Не завершить отношения с вами, а завершить вот именно эту ситуацию. Если сейчас острая ситуация, ситуация, которая требует какого-то прояснения. Он хотел бы, чтобы это уже закончилось, потому что это очень болезненно для всех. Ему хочется избавиться вот от этого напряжения, потому что напряжение есть. Ему хочется более спокойного чего-то, отношений каких-то. Пусть они даже будут неопределенные для вас, но чтобы они были более спокойные. Вот как будто бы он хочет найти успокоение в этой неопределенности. Но чтобы вот напряжение, вот эти острые моменты, чтобы они уже ушли. Но здесь даже такое идет. Даже когда мы на расстоянии, давай мы просто будем мечтать друг о друге, да? Мы просто будем знать, что мы есть друг у друга, даже если мы не вместе в какие-то моменты. Доверься мне, вот здесь вот такое идет. Может быть, он ощущает, что вы в нем сомневаетесь, что вы ему не верите. Он, конечно, хочет иметь больше власти и над вами, и над ситуацией. Потому что, да, в какие-то моменты у него есть ощущение, что он контроль теряет. Он боится контроль потерять. Поэтому ему хочется, возможно, чтобы вы не задавали лишних вопросов, чтобы не надо было ничего объяснять. Он просто мог бы вам сказать: я так решил, будет вот именно так, как я сказал. И не обязательно он это скажет жестко, он может это сказать мягко, но ему так было бы проще. Вот что он хотел бы изменить. И знаете, он хотел бы, чтобы вы были сильной женщиной. Ему так тоже было бы проще. Если в какие-то моменты вы показывали свою слабость, вы показывали, что вы в него влюблены и вам без него плохо, его это тоже напрягало, потому что он начинал ощущать ответственность не только за себя, но и за вас. И вот тут он хотел бы, чтобы вы были более сильной, более независимой, потому что ему было бы так проще. То есть женщина, которая его привлекает, она еще должна быть и сильной. Вот, королева жезлов. И тут такие желания, я бы сказала, практически несовместимы. С одной стороны, он хочет сильную женщину, независимую. С другой стороны, он хочет, чтобы эта женщина не создавала ему никаких проблем, не задавала неудобных вопросов, чтобы все было очень тихо, спокойно в отношениях, чтобы она его любила, подчинялась его воле, его условиям, чтобы она играла по его условиям. Здесь у нас император. Чтобы она была и мягкой, и податливой, и спокойной, и вот такой прямо все для него, но при этом, чтобы она была сильной и независимой. Но тут, извините, молодой человек, здесь ваши желания немножко нереалистичны, я бы так сказала. Но вот это то, что он хотел бы, да. Когда мы вместе, у нас все хорошо и стабильно, 4 жезлов, и мы такое одно целое, и нету между нами никакого напряжения, 10 мечей, нам не надо ничего выяснять. Когда мы на расстоянии, у нас тоже все хорошо, мы просто мечтаем друг о друге, да, звезда. И ты остаешься сильно независимой. И при этом моей. И никуда ты не исчезаешь из моей жизни. Давайте спросим, чего можно от него ожидать? Чего можно ожидать от этого мужчины в ближайшее время? У меня уже заканчивается колода, но если что, возьмем другую. Чего можно ожидать от него?
Ну, знаете, опять здесь идет: то я появлюсь, то я исчезну, то я тебе скажу, что я хочу быть с тобой. Я буду тебя удерживать, если ты захочешь уйти. Но я буду держать тебя в неизвестности и в неуверенности все равно. Почему? Потому что я сам не уверен. То есть здесь нету стабильности. Здесь мужчина может быть импульсивным, импульсивно появиться, а потом также неожиданно исчезнуть. Может это объяснять своими обстоятельствами, какими-то передвижениями в пространстве, поездками, что он просто физически не может быть с вами постоянно. Постоянно какое-то ощущение потери с этим мужчиной. Понимаете? Неопределенность, неизвестность. И вот эти острые моменты, которые он хочет избежать, они будут повторяться. Как бы он ни старался, но его желание неисполнимо. Эти моменты будут продолжаться, потому что он то появится, то исчезнет. То он охладел, то он опять воспылал. Поэтому, конечно, 5 чаш. Когда то все хорошо, то все кажется плохо, отношения закончились. И здесь я не могу даже сказать, что это мужчина будет делать специально. Скорее всего, это или натура, или его обстоятельства. И у него есть и чувства к вам. Все это у него есть. Но здесь мужчина своим поведением реально ранит и себя, и вас. Смотрите, 7 жезлов, колесница. То есть он постоянно в каких-то делах, проблемах, в отъездах, в исчезновениях. Конечно, этим он ранит и себя, и вас. У вас постоянно стоит вопрос: мы вместе или мы расстались уже. Но он вас не отпускает, потому что вы для него очень важная женщина. Эти отношения очень важны для него. Он к вам прикипел, он не видит себя без вас. Здесь у нас не зря дьявол. Дьявол и влюбленные. И, знаете, постоянно стоит угроза расставания и постоянно стоит угроза ухода. Скорее всего, именно эта угроза исходит от вас, что вы постоянно хотите эти отношения закончить. Мужчина же старается вас не отпустить. Так что я могу сказать, что ситуация будет продолжаться вот так, неопределенно. Мужчина будет метаться, и вместе с ним будете метаться вы, потому что своими поступками, эмоциями он оказывает большое влияние на вас. Вы настолько уже связаны, вы настолько прикипели, что вы оказываете друг на друга вот такое влияние. И в то же время все ваши настроения и, возможно, ваше желание уйти, такое же влияние будет оказывать на него. И даже если вы уже ушли, эта связь между вами все равно остается. Потому что, как я уже сказала, это как две метущиеся души встретились, и вы понимаете переживания друг друга, вы понимаете слабости друг друга, вы как голые. Вы две голые души друг перед другом. То есть, казалось бы, вам уже надо перестать притворяться, нужно быть предельно честными, но все равно остается какая-то недосказанность, возможно, из-за мужчины. Ну, давайте спросим, что вам надо знать об этой ситуации или о мужчине. Что вам надо знать? Ну, во-первых, не забывать о своей ценности. Вы у себя — это самое важное, что есть. Понимать, что вы достойны всего самого лучшего, вы достойны любви. И также понимать, что мужчина все-таки любит вас. Он любит, как бы он ни метался. Его метание, скорее всего, это не из-за вас, это не ваша проблема, это не ваш недостаток, почему он мечется. Это его собственные ограничения, собственные недоработки в чем-то, менталитет его, обстоятельства. Здесь очень важно понимать, что вы достойны всего самого лучшего. Конечно, выбор всегда за вами, что делать, как действовать. И получается, что вы тоже мечетесь между собой и этим мужчиной, между собой и его любовью. Ну и выбор, конечно, должен быть всегда в свою пользу. Вот смотрите, то есть вот это вы, это ваше «я», да, это ваши желания, ваша любовь к себе. И вот постоянно эти качели, 2 пентаклей. И вот мужчина со своей любовью, да. И вот вы
постоянно как будто бы балансируете. Что мне важнее, этот мужчина, его любовь, наши отношения или же я сама? То есть вам показывают ситуацию, конечно, это ваш выбор, что вы будете делать, что вы будете выбирать. Но здесь просто даже если взять вес вот этих вот карт, то, конечно, Солнце перевешивает. Это здесь главное. То есть вы здесь главное, вы у себя самое главное. Ваши интересы превыше всего, ваше спокойствие. Ну а в чем оно будет заключаться, это, конечно, уже ваш выбор. Вот такую ситуацию здесь показали. На этом я закончу свой расклад. Спасибо вам большое за просмотр, за вашу обратную связь. Желаю всем решить свои проблемы, все выяснить, прийти к счастливому пониманию. И пока-пока.